Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я освещу одну очень важную проблему. Проблема, когда у клиента крошатся ногти по бокам. Ручки моей мамы, кстати, здесь ногтям у нас 4 недели, все относилось замечательно, за исключением одной небольшой отслоечки на самом рабочем пальчике. Ну, давайте начнем со снятия. Снимаю я новой фрезой для себя. Это фреза «Волна», производитель КМИС. Мне очень понравилось. Если вы все еще думаете, брать или нет, смело берите. И сейчас расскажу вам, как же она работает. У нее не перекрестная насечка, а именно прямая. Сначала думала, что будут оставаться какие-то борозды, но нет. Снимает она очень мягко. То есть я бы ее назвала даже между синей и красной. И не оставляет никаких зазубринок. То есть очень ровная поверхность после снятия. Ну, вы, в принципе, и сами сейчас можете наблюдать. Дальше мы приступаем к подготовке натуральной ногтевой пластины. Это очень важно, правильно и хорошо подготовить пластину к покрытию. Если у вас будет какое-то глянцевое пятно, то обязательно в этом месте потом образуется отслойка. Тем более, если вы собираетесь работать с твердыми материалами. Ну и сегодня, как хорошо, что кутикула приклеилась у нас, и я могу вам показать одну очень важную вещь. Посмотрите, очень многие открывают карман, потыкали апельсиновой палочкой, либо пушером, и все, в принципе. Но посмотрите, вот здесь какая коварная склейка. Сначала я ее открывала обычным способом, вот так. Дальше я развернула апельсиновую палочку, и все равно не получилось. Пришлось уже взять металлический пушер и начинать именно с начала склейки толкать вперед. Ни в коем случае сильно не нажимайте, потому что если повредить эту зону, возможна деформация ногтевой пластины, и расти она будет неровно. То есть с этим местом нужно быть прям максимально осторожной. В принципе, вся остальная кутикула у нас находилась в таком же самом состоянии, и я приняла решение показать вам работу безопасной фрезой. Давайте разбираться, что это за зверь такой и что же она делает. Безопасная фреза не имеет абразива, и работаем мы ей так же, как пламенем, и она имеет только ребра. За счет этого она, не травмируя ноготок, не истончая, не оставляя пропилов, зачищает весь, внимание, птеригий. То есть кутикулу она, конечно же, не трогает, а вот птеригий с ногтевой пластины счистить ей очень просто. Это для тех людей, у кого именно вот отслоечки в зоне кутикулы возникают. Обязательно попробуйте, возможно, вам это поможет. Ну, а в моем случае еще и был большой плюс в том, что фрезой нужно работать намного меньше. Я проработала, как всегда, на форварде и на реверсе пламенем. Я думаю, что вы это все уже видели, а если не видели, то пересмотрите предыдущие мои ролики. Но мне пришлось взмахнуть прям вот несколько раз, потому что весь птеригий уже до этого был вычищен безопасной фрезой. Ссылки на все фрезы я оставлю в описании под видео, на все инструменты и вообще чем пользовалась. Дальше важно хорошо обезжирить ногтевую пластину. Я использую спирт. И наносим мы бескислотный праймер. Праймер наносим тоненько. У Космопрофи он имеет хорошую липкость и действует как двухсторонний скотч, поэтому важно не переборщить. Даем праймеру высохнуть на воздухе и наношу каучуковую базу. Кстати, очень люблю эту базу в качестве подложки использовать. Она мега комфортная, не создает никакой лишней толщины, но все равно обратите внимание, что я наношу плоской кистью. И вот он, наш гель Flex от Secret Nails. Я наношу его на бока, то есть там, где у меня очень часто у мамы крошатся ногти. Мама постоянно работает в воде, и, конечно же, вот эти вот бока, тем более, что мы носим форму квадрат, нуждаются в дополнительном укреплении. Если мы, не делая этого, сразу же укрепим ногти гелем, что может быть? За счет того, что ноготь очень мягкий, а гель твердый, он просто отслоится. Поэтому мы без форм чуть-чуть тонкой кисточкой донарастили гелем желе, боковушки, и сейчас уже опиливаем форму. До этого, кстати, форму я не пилила, не тратила просто на это время. Сначала мы опиливаем торец, дальше по бокам задаем направление, задаем, так скажем, толщину нашего ногтя, да, чтобы он у нас не клешил, не расширялся, и потом уже выравниваем поверхность. Все, что у нас осталось снизу, потом мы все выпилим, на это пока не обращаем внимания.
Гель мы сегодня выбрали Milky Beige. Посмотрите, кстати, как у меня его уже мало осталось. Это достаточно ходовой оттенок из всей линейки Космопрофи. Присмотритесь, пожалуйста, к нему. Он воздушный, он полупрозрачный. В короткие ногти он смотрится плотненько, перекрывает свободный край. На длинных ногтях чуть-чуть может просвечивать линия улыбки. Но это не делает его менее красивым. Гель очень красивый и послушный в работе. Кладу горошинку. Обязательно перед этим, конечно же, промазываю всю ногтевую пластину. Распределяю по центральной части. И уже в боковушках я работаю всегда тонкой кистью. Что вам это помогает? Это помогает не наносить лишнюю толщину. Обязательно снимаю липкий слой, снимаю я стягиванием для того, чтобы ни в коем случае вот эта вся дисперсия у нас не распределялась по коже клиента. Извиняюсь заранее, что перчатка порвалась, но, как вы все знаете, цены сейчас на материалы. Кстати, напишите, пожалуйста, на что вас больше всего огорчило поднятие цены. Кто-то пишет про пилки, кто-то пишет про перчатки, кто-то пишет про бумагу, поэтому с удовольствием почитаю. Давайте обсуждать. Перчатки сейчас стоят очень дорого, и вот эти предыдущие у меня сейчас нитриловые перчатки, к сожалению, они очень тонкие. Итак, выпиливаем обязательно все ненужное из-под ноготочка. Я смотрю, чтобы ничего не торчало, потому что клиенты очень часто любят начинать сами все отковыривать. И работаем сегодня 110 цветом. Если вы давно со мной, то знаете, какой я фанат всего лавандового и вообще этих оттенков. Поэтому этот цвет у меня, честно скажу, находится в любимчиках. Первый слой наносим тоненько, не стараемся перекрыть ни в коем случае с первого слоя до плотности какой-то. Почему мы этого не делаем? Первый слой у нас должен как бы сцепляться с гелем. Если вы сделаете толстый его, и он хотя бы чуть-чуть не досохнет, то может быть такая ситуация, что гель у вас останется на месте, а топ с цветом скользится. Поэтому первый слой всегда наносите очень тонко. А вот второй же можно сделать чуть-чуть потолще, то есть средний слой для плотности. Посмотрите, всего лишь 2 слоя, и такой нежный пастельный оттенок, очень выбеленный, лег у нас достаточно плотно. Ни о каких речи, конечно же, здесь куда-то глубоко под кутикулу и быть не может о прокрасе, потому что, в принципе, кармашек очень маленький. Всегда учитывайте особенности ваших клиентов, и на разных руках, конечно же, мы можем прокрасить на разную глубину. Обращайте на это тоже внимание. На 2 ногтях я рисую вот такие вот кружочки для того, чтобы просто задать ход моему дизайну. Сейчас вы увидите, что мы будем делать. Покрыла матовым топом и будем рисовать акварель. Очень хочется, чтобы вы полюбили акварельные дизайны так же, как и я. Один раз купил краски, и, в принципе-то, все. Там куча цветов, их можно смешивать между собой. Нарисовала я основание из темно-зеленой красочки, и сейчас делаю маленькие такие фиолетовые галочки. Дальше мы берем влажную кисть и просто начинаем размывать. Работа кропотливая, но, честно скажу, очень и очень простая. Акварель, я считаю, что получится у каждого. Самое главное, не делать каких-то размашистых движений, каких-то больших. То есть все такое крошечное, мимимишное, и на самом деле это делать просто. Стоит только начать. Дальше дожидаемся, когда у нас наш розовый цвет подсохнет, и делаю уже бирюзовые галочки. Кстати, вот этот цвет бирюзовый, его в комплекте не было. Я эту кювету приобретала отдельно. Стоила она где-то рублей 90, может быть. То есть все равно дешевле, конечно же, чем гель-лак. И пополнение цветов очень простое. Именно что касается акварельных дизайнов. Ну и плюс они такие воздушные и как будто бы, не знаю, мне всегда напоминает акварель слайдеры, как будто бы человек не может на ногтях такое нарисовать. Обязательно попробуйте. Кисточку, сразу скажу, у меня колонок, это значит натуральный ворс, и она у меня 1,5, то есть толщина у нее 1,5. Покрываем сначала акварель тоненьким слоем базы, а потом тонким слоем топа. И еще обязательно обратите внимание, чтобы перед покрытием базы и топа ваша акварель хорошенечко высохла, и там не осталось воды, тогда все будет носиться идеально. Вот наш результат. Напишите, пожалуйста, как вам данная работа. Любите ли вы акварельные дизайны и вообще нравится ли вам, как она смотрится.
по-настоящему весенний такой дизайн, весенние ручки, я бы даже уже сказала. Кожа уже немного загорела, и такие пастельные цвета сейчас смотрятся очень красиво и актуально. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, я буду вам очень благодарна. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!